Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам вот такую модель предложить связать. Вот эта модель из разряда, мимо которой не пройдешь просто так. Обязательно остановишься, зацепишься взглядом, особенно если ты профессиональная вязальщица. И знаете, если честно, из того, что я уже вам предлагала на своем канале, эта модель одна из самых прекрасных, что можно только связать вязальщицы. Это мое личное мнение, поэтому вы, конечно, вправе иметь свое мнение, да, скажем так, мягко. Я предлагаю вам связать эту модель. Начинающим лучше, наверное, даже и не связываться. Для среднего уровня мастерства и высокого уровня мастерства здесь понадобится опыт и профессионализм в вязании. Что меня очень сильно зацепило? Ну, во-первых, необычный вот это вот вырез горловины с вот такой вот, с таким вот. Давайте я приближу вам картиночку. Вот так она у нас выглядит по вырезу горловины. Смотрите, как это здорово придумано, да? То есть здесь у нас идет просто, ничего мы не формируем, ничего не закрываем, никакие петли. У нас здесь просто вырез идет, разделяем полотно на две части посередине, да, и вяжем цельновязанную планочку на 6 петлях. У меня вот получилось в моем описании до косы, да, то есть вот это вот идет сочетание 2 лицевых ряда, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. И затем уже вот эта планочка, она привязывается после того, как мы с вами плечи сошьем. Конечно, модель заслуживает особого внимания. Здесь используется много разных мотивов. То есть вот у нас, например, ромб на 12 петлях. Здесь еще используется вот такая красивая коса, или как в варанском узоре называется, жгут. Здесь используется вытянутая петелька, очень красивая. Я ее называла всегда в своих моделях бабочка, узор бабочка. Здесь используется шикарный ромб. Здесь его вот сейчас, вот он тут просвет, сейчас я уменьшу. Вот этот ромб, видите, по рукаву он идет, по бокам идет. Предлагаю вязать спинку и перед узорами. Не надо, ну, при желании вы можете воспользоваться лицевой либо изнаночной гладью, но красиво будет смотреться узор и тут, и там одинаково. По плечу хорошо будет смотреться при сшивании. Узор у нас применяется как у рукава, так и у переда спинки. А так, в принципе, в чистой воды классика модель. Очень интересно, заслуживающая внимания вязальщицы. Свяжете модель, все на вас будут оглядываться. Реально, девочки, это вот мое личное мнение. Считаю, что эта модель действительно притягивает взгляд. Очень красивая и эффектная. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. И самый важный, основной момент, все узоры вертикальное направление имеют. Этот узор, он будет вас стройнить. Это такой вот самый веский аргумент для того, чтобы связать именно эту модель. Ну и второй веский аргумент, необычный, вот это оформление выреза горловины, потому что всегда хочется какую-то изюминку, да, вот эта изюминка, она здесь очень хорошо прослеживается. Так, давайте полистаем с вами эту модельку. Так, приближаю вам каждую фотографию, которую нам представляет дизайнер. Сегодня мы с вами свяжем вот этот узор, то есть вот эту косу на 12 петлях. Схемы я нарисовала на все
мотивы вязаные, жгут, вот эта коса, вот этот ромб. Все есть, все есть. И как вязать образец я тоже показываю. Ромб я не вяжу, достаточно одной схемы. Я уверена, что этого вполне достаточно, чтобы связать. Описание составляю сегодня с 44 по 48. Вот такой у нас будет набор. И из 50 по 52. Вот таким образом у меня распределились мотивы, потому что по-другому на маленький размер предлагаю, девочки, уменьшите количество изнаночных петель вот здесь, между косами, тогда впишитесь. А так у меня получается, что ромб не вписывался, если я беру меньшую ширину при нашей плотности, понимаете? Вот такая фишка. Ну и либо это будет очень свободная модель, то есть еще вот так можно. Так, ну, все я вам показала, мои хорошие. Я думаю, что модель действительно вас реально заинтересовала. Вот здесь по рукаву очень хорошо видно, как идет ромб. Кстати, когда я чертила схему этого ромба, я переворачивала фотографию, потому что только вот в этом месте этот ромб отчетливо виден, да, и считала вот так вот порядно, как здесь что располагается. Так что вот вам тоже приближаю этот ромбик. Посмотрите, вот. Видите, да? Классно смотрится. Здесь косички очень четко видны, правда? Как планочка оформлен, тоже очень четко видно. Красивая какая модель. Еще и цвет тоже заслуживает, кстати, внимания. Цвет тоже очень интересный. Итак, мои хорошие, если вас заинтересовало, давайте посмотрим выбор пряжи, который я сегодня вам предлагаю. Пряжу вы, конечно, можете заменить на ту, которая вам нравится, но я считаю, что вот эта пряжа и по цвету идеально вписалась, и, в общем-то, по фактуре очень похожа на то, что мы видим с вами в оригинале у модельки. Так, для вязания я выбрала пряжу Alize Superlana Classic. Это 25% шерсть состав и 75 акрил. 100 грамм у нас 280 метров. Турецкая пряжа хорошего качества. В общем-то, мне очень нравится. У меня много разных цветов этой пряжи есть. В большом количестве я закупала когда-то оптом. Так, смотрите, 3,5 спицы используем. Вот так выглядит узор с косами. Я не вязала большой ромб, поскольку там легко вязать по схеме. Связала косы. Показать вам, девочки, что это очень шикарно выглядит. Особенно шикарно выглядит вот эта красивая вытянутая петля. Видите, да? Вот. Мы сегодня с вами свяжем этот образец. И вот эта коса она у нас центральная считается. Выглядит очень эффектно. В обрамлении вот этих маленьких жгутов, вот этой вот вытянутой петли шарм придает. В общем, узор очень красивый. Я бы так сказала, высший класс. Мне очень понравился этот джемпер. Там все идеально. И цвет подобран, и узор очень эффектный и красивый. Очень красивая модель. Смотрим схемы. Я нарисовала схемы сама, естественно, потому что это брендовая модель. Нигде таких схем вы больше никто вам не даст, и нигде вы их не найдете в описаниях. Схема узора у нас косы вот такая. Значит, коса на 12 петлях. Здесь у нас вот эти перекрещивания. Пустая клеточка – это лицевая гладь. С 1 по 24 ряд идет раппорт узора. И вот в 2 этапа, получается, перекрещиваем по 6 петель направо все время. Мы с вами свяжем образец этого узора. Далее у нас идет маленький жгутик на 6 петлях. Вот я его раппорт нарисовала. 8 рядов в высоту, также лицевая гладь, и перекрещиваем 6 петель направо. Ну, любая из вас умеет это делать и вязать. Тоже в образце будет участвовать. Следующий момент. Тема ромба выглядит вот таким образом.
Здесь у нас получается раппорт узора 40 рядов, 22 петли в ширину. Лицевая петля у нас показана здесь вертикальной черточкой. Горизонтальная черточка — это изнаночная петелька. Ну и то, что здесь перекрещивается, вы видите, да? То есть 3 петли перекрещиваются направо, вот это вот, и 3 петли перекрещиваются налево. Тоже ничего сложного нет. В принципе, каждый из вас это умеет делать. Так, поэтому я не вязала этот ромб, но я вам скажу, что там будет средняя плотность, пересчет идти. То есть не то, что мы с вами определили, но это чуть позже. Теперь выкройку смотрим. Вот так выглядит выкройка. Это просто, скажем так, схематично она выглядит. Здесь нет размеров. Все размеры я рисую и показываю вам, объясняю, какая ширина, какая высота, какая длина и так далее. Как располагаем узоры. Во второй части видео это расчетная часть. Это 10-15 минут от конца видео. Смотрите. А сейчас я вам покажу, как выглядит мое описание, которое я составляю и выкладываю под видео. Вот здесь указаны размеры. Спицы 3,5 мы будем использовать. Я всегда на этом заостряю внимание, хотя некоторые невнимательно смотрят, потом задают вопросы зачем-то. Так, ну и все это попетельно мы разбираем с вами. Вы прочитаете это все под видео сами. Я это читать, конечно, не стану. Приступаем с вами, девочки, к вязанию образца. Для вязания этого узора, для вязания образца я набрала 40 петель. И сейчас я вам расскажу, как у меня будут вязаться узоры. Вообще здесь 3 узора объединено. Маленький жгут на 6 петельках. Затем вот эта вот красивая вытянутая петля. Затем идет у нас с вами большая коса на 12 петлях по центру. Ну и здесь все симметрично идет. Если у вас есть желание связать со мной такой образец, набирайте 40 петелечек, начинаем с первого ряда, показываю вам узорчик. Итак, кромочную снимаем, вяжем 6 лицевых. Раппорт жгута составляет 8 рядов. Затем вяжем 3 изнаночные, лицевую, 3 изнаночные. И наша с вами большая коса идет первый ряд. Перекрещивания будут сейчас. 3 лицевые вяжем в большой косе. Затем 6 петелечек перекрещиваем направо. Для этого 6 петель я снимаю на правую спицу и меняю местами по 3. Первые 3 за работой, следующие 3 высвобождаю перед работой и с помощью правой спицы возвращаю на левую. Все 6 вяжу лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, далее 3 лицевые. Косу связали и далее симметрично вяжем вторую часть от косы. Тоже 3 изнаночные. По центру лицевая петля. 3 изнаночные. И 6 лицевых маленького жгута. Кромочная и изнаночная. Затем переворачиваем на второй ряд вязания. Вытянутая петля у нас с вами имеет раппорт 4 ряда. Сейчас я показываю вам, как вяжутся изнаночные ряды вот этой вытянутой петли. Это самое интересное. А все остальные петли мы вяжем, как они смотрят на нас. То есть вяжем 6 изнаночных. 3 лицевые. И вот вытянутая петля. Знаете, как она вяжется в изнаночных рядах? Делается вот такой накид, и петля просто снимается, не провязывая. Опять 3 лицевые. И большая коса — это 12 изнаночных.
Снова 3 лицевые. В нашей вытянутой петле делаем вот такой накид. Петлю снимаем, не провязывая, вместе с накидом. Опять 3 лицевые и 6 изнаночных жгута. Кромочная тоже изнаночная. Переворачиваем. У нас 3-й ряд. В маленьком жгуте мы вяжем без изменений 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем 3 изнаночные. Вытянутая петля вяжется следующим образом. Делаем вот такой накид и снимаем петлю с накидом предыдущим, не провязывая. Получается, видите, 2 накида у нас. Далее опять 3 изнаночные. Жгутики нашим будут сейчас перекрещивания. 6 петель, ой, в жгутике, в большой косе 6 петель перекрещиваем направо. Снимаем 6 петелек. 3 за работой, следующие 3 перед работой. Поменяли местами, провязали как 6 лицевых. Следующие 6 лицевых также перекрещиваем направо. Снимаем 6 лицевых на правую спицу. Первые 3 за работой, следующие 3 перед работой помещаем. Перекрестили, поменяли местами, провязали как 6 лицевых. Все, большая коса связана. Дальше идут 3 изнаночные. Вытянутая петля, делается накид. Накид предыдущий и петля снимаются, не провязывая. Снова 3 изнаночные. В жгуте 6 лицевых. Кромочная и изнаночная. Переворачиваем наше вязание. Показываю вам 4-й ряд. Вяжем. Снова 6 лицевых. То есть здесь у нас, как смотрят петли, у нас, собственно, 6 изнаночных, 3 лицевые. Подходим к нашей вытянутой петле, которая нас интересует. Из-за этого я показываю вам изнаночные ряды. Опять делаем накид, девочки, снимаем вот эти все накиды и петлю не провязанную. Так и не провязываем. У нас уже тут 3 накида скопилось, видите? Далее вяжем, как смотрят петли. 3 лицевые, 12 изнаночных. Вы самостоятельно свяжите, вы поняли, да? Нас интересовала только вот эта вытянутая петля, вот такой она вид имеет в 4-м ряду узора. 5-й ряд вяжем. Так, жгутик у нас так и остался. Вяжем как 6 лицевых. Затем 3 изнаночные. А в нашей вытянутой петле петлю вместе с накидом провязываем 1 лицевой. Вот так. Все. И далее идут 3 изнаночные и наша большая коса на 12 петлях. Вяжем 3 лицевые, 6 петель перекрещиваем направо. 6 петель снимаем на правую спицу. Первые 3 за работой, следующие 3 перед работой. И меняем их местами. Вяжем как 6 лицевых. Остались еще 3 лицевые. Косу связали. Дальше вяжем 3 изнаночные. Вытянутую петлю вместе с накидом провязываем 1 лицевой. Опять 3 изнаночные. В жгуте 6 лицевых. Кромочная, изнаночная. Все, девочки, связали отлично все. Переворачиваем вязание. И начинается у нас, как мы уже делали с вами, вот эта вытянутая петля. Помните, да? Петля провязывается вместе с накидом. Мы снимаем петлю, не провязывая вот эту вытянутую. То есть вот таким образом у нас формируется
Вот такая вот красивая петля вытянутая. Так, самостоятельно вяжем 6-й ряд. Показываю 7-й ряд вяжем. В жгуте сейчас перекрещивание направо. То есть мы уже это умеем с вами делать. 6 петель перекрещиваем по 3 направо. 3 за работой первые, следующие 3 перед работой. Поменяли их местами, провязали как 6 лицевых. Затем идут 3 изнаночные. В нашей вытянутой петле делается накид, и петля провязывается вместе с предыдущим накидом. И петля снимается, не провязывая. Каждый раз говорю неправильно. Дальше опять 3 изнаночные. И в нашей большой косе просто 12 лицевых. Опять 3 изнаночные. Накид. Снимаем петлю вместе с накидом, не провязывая. 3 изнаночные. В жгуте перекрещивание. Делаем 6 петель у нас перекрещиваются направо. Первые 3 за работой, следующие 3 перед работой. Все вяжем как 6 лицевых. Восьмой ряд вяжем как смотрят петли. И не забываем про то, что вытянутая петля, там делается накид, петля снимается, не провязывая. Так, ну вот такой у нас получается вид узора, очень красивый, согласитесь, оригинальный. Затем, значит, 7-й ряд мы связали, 9-й, 11-й, 13-й, 15-й, 17-й, 19-й, 21-й и 23 ряды мы будем лицевые также вязать в косе в нашей, просто лицевая гладь. Следующее перекрещивание начинается с 25 ряду, то есть у нас повтор с первого ряда. То есть 25 равен первому, и все повторяется. Понятно, да? Так, в жгуте маленьком, вот тоже схема. Повторы начинаются с 9 ряда, то есть 9 ряд равен первому. Понятно, 8 рядов раппорт. Так, ну и про вытянутую петельку вы тоже, надеюсь, все поняли. Сейчас наша задача с вами сделать влажную тепловую обработку образца, чтобы определить плотность вязания. Горячим паром обдаем наш образец. Тянем в разные стороны. Влажный, податливый очень. Так, отлично. Оставляем сохнуть. Итак, девочки, вот что у нас получилось. Все высохло, все хорошо. Укладываем образец наш и давайте сейчас измерим ширину и высоту. Значит, я прикладываю линейку в свободном таком состоянии, ничего не вытягиваю искусственно. 19 сантиметров у меня получилось. 19 сантиметров. 40. У нас использовалось 40 петель в узоре. И мы разделим на 19 сантиметров. Плотность вот такая, 2,1. Запишем. Теперь измеряем высоту образца. 16,5 сантиметров. Также считаем ряды. Итак, 40 рядов я насчитала здесь.
И у меня 40 надо разделить на 16 сантиметров. 40 разделить на 16 сантиметров, получается плотность 2,5. Итак, с нашей плотностью, которую мы с вами посчитали, сейчас будем по выкройке составлять описание. Так, девочки, для расчетов вот такую выкройку я, как всегда, достала. У нас обычно выкройка, спущенный рукав. Начинаем снизу вверх вязать каждую детальку. Спинка перед вяжется одинаково, отличается вырезом горловины. Описание в виде текста будет под видео, а сейчас у нас важные моменты, как расположить узор, сколько петелечек набирать, как я их рассчитывала, да? Ну и другие кое-какие моменты освещаем. Для набора петель будем использовать для первого размера 100 петелечек, для второго 110 петель. И размеры у меня вот такие получились, девочки, смотрите. Значит, первый размер получился 46-48, ширина 57 сантиметров, и это 115 петель. Я считала не как мы с вами посчитали плотность 2,1 в 1 сантиметре. Я брала усредненную цифру 2. Почему 2? Сразу объясню. Здесь много кос, где мы с вами посчитали 2,1 плотность. У нас там будет такой узор, где косы нет. То есть много очень просто лицевой изнаночной глади. Вот этот узор называется ромб. И он составляет значительную часть нашего вязаного полотна. Его плотность составляет 1,9. Я его не вязала, но у меня есть аналогичные узоры и опыт. То есть вот такая плотность получается из предыдущих моих моделей, связанной этой пряжи. И я посчитала среднюю плотность, то есть 2,1 плюс 1,9 поделить на 2. Получается средняя арифметическая 2. И эту плотность я использовала в своих расчетах. То есть 57 умножить на 2 будет 115 петель. Второй размер будет 50-52. И это 61 сантиметр ширина спереди и в спинке. И в петельном эквиваленте 121 петля. После того, как мы свяжем с вами планку на высоту 5 сантиметров, мы с вами должны в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить петли и довести до 115 и 121 количества петель. После этого переходим на узор. И вот здесь я нарисовала схематично, как мы располагаем узор. Старалась быть досконально, так скажем, списать все с чистовика, да, то есть с модели. Смотрите, значит, по центру у нас идут с вами вот центр. Это 3 изнаночные. Вообще во всей этой схеме все цифры, которые внизу, это изнаночные, все цифры, которые вверху, это лицевые. Я так всегда люблю, обычно. Мне так проще воспринимать. И смотрите, идет центр 3 изнаночные, с двух сторон идут наши вытянутые петли по одной лицевой. Затем 4 изнаночные. И эта сердцевина составляет в сумме 13 петель. С двух сторон затем от этой сердцевины идет наш узор, наша коса на 12 петлях. Вот эта схема, которую мы сегодня с вами как раз вязали. Сейчас мы ее найдем. Вот это. Так, и после этого идет опять очень много всяких петелек. Сейчас я вам поясняю. Значит, здесь симметрично от косы. Давайте на примере одной части, вторая будет зеркальная. Так, от косы идет 4 изнаночных, снова одна петля идет вытянутая и одна изнаночная. Затем у нас идет 6 петель нашего вот этого жгута, который мы с вами тоже сегодня вязали. Вот 8 рядов в высоту. 6 петель он составлял, помните? Так, 6 петель. Затем идет опять одна изнаночная.
затем идет 1 вытянутая петля, 2 изнаночные, и затем идет целиком ромб на 22 петлях. Схема его вот. Вот такой ромб идет. Высоту составляет 42 ряда. Нет, вру. 40 рядов ровно. То есть это повтор идет. Я его не вязала. Вы сами его прекрасно свяжете, потому что здесь ничего сложного нет. Модель непростая, новички за такую модель не возьмутся, а опытные вязальщицы вполне все это поймут. Ну и, соответственно, кромочные. В сумме у меня получилось 115 петель. Дальше у нас идет с вами второй размер, 121 петля. Здесь надо добавить 6 петель. Я добавила справа 3 изнаночные и крайне левые 3 изнаночные. И затем, конечно, кромочные идут. А расположение узоров, то есть такой же. Абсолютно такой же. Понятно, да? Отлично. Дальше. Что касается выреза горловины. Вырез горловины у спинки на глубину 2 сантиметра я сделала. У переда он такой двухступенчатый идет. Вы видели, что здесь на определенной высоте вязание целиком полотна полностью прекращается, и каждая половинка начинает вязаться раздельно. То есть здесь идет такой разрез. Цельновязная планка здесь вяжется, девочки. Цельновязная планка будет включать в себя, то есть смотрите, объясняю, вот эти все петли замещаются. Здесь вот вся сердцевинка переда замещается. Здесь вот с двух сторон будут косы вплотную. А вот эти все петли, центральная петля сразу же закрывается, как провязывается, как 2 вместе. И по 6 петель у нас начинает вязаться цельновязная планка. Сочетаются узоры, ряды. 2 ряда лицевых, 2 ряда изнаночных, 2 ряда лицевых, 2 ряда изнаночных. Вы это видите прекрасно на модели, как это сделано. Вот, понятно, да? Затем на высоту 7 сантиметров вы продолжаете так вязать, каждую часть отдельно, соответственно. Затем у нас вступает в действие наша обычная вырез горловины, да, то есть вот здесь. И мы закрываем петли. Как это сделать, я все в описании описываю. Глубину я здесь сделала 10 сантиметров. Ну, а здесь вот этот разрез на высоту 7 сантиметров делается с цельновязной планкой. Очень эффектно, так сказать, сделали, придумали. На вырез горловины я отвела 39 петель для первого размера, 43 для второго размера. И попетельно на плечи осталось по 38, по 39 петель. Так, теперь что касается рукава. У рукавчика набираем 51 петлю на все размеры, вяжем планку на высоту 10 сантиметров и затем в последнем изнаночном ряду равномерно прибавляем 20 петель. После этого выходим на узор. Узор вот такой у меня получился. То есть я взяла вот это сердце нашего рукава. Вот. И все, что осталось, это лицевая гладь, по-моему, там идет. Да. Или изнаночная, не помню, девочки. По-моему, вот по логике вещей должна быть изнаночная гладь. Что-то прям вот не помню сейчас. Перед собой нет этой картинки. Сейчас мы посчитаем эту сердцевину, да? Считаем, значит, 22 плюс 2 плюс 1 плюс 2 плюс 12. Получается 39, да? 39. Снова плюс 12 плюс 5. 56 получилось у меня. 56 петель. Вот здесь, в середине. И все, что осталось, это будет изнаночная гладь, соответственно. Поэтому здесь давайте исправляем 50 и 70. И здесь тогда 80 и 86.
получается поверху. Так. И что у нас получается? Придется немножко пересчитать. И там исправить потом в описании. Так, смотрите, раз мы сделали с вами 56 петель, еще раз надо посчитать. Я посчитала. Получается 13 изнаночных справа, 13 изнаночных слева и еще кромочные. В сумме это составит 70 петель. Вот так распределяются петли узора. Что здесь такое 22? Это ромб. 2 изнаночные с двух сторон. Затем вот эти единички, это наши с вами идут вытянутые петли. Затем 2 изнаночные, также, ну, то есть вытянутая петля с двух сторон, 2 изнаночные, понятно. 12 петель – это наш узор, наша коса на 12 петлях. И далее идут изнаночная гладь. Все, что вы будете по скосу, тоже, соответственно, вплетаете в изнаночную гладь. Ну и кромочные, соответственно. Вот так у меня получается. И здесь тогда смотрим. Поверху у нас будет 80 петель, по второму размеру 86. И, соответственно, здесь тогда тоже 8 получается. И, соответственно, здесь по скосу будет 5 петель прибавлять в каждом 18 ряду. А здесь 8. Надо 90 разделить на 8. Сейчас уточним. 90 разделить на 8 в каждом 11 ряду, а было в 13. Так, вот таким образом. Каким образом рассчитал я вот этот интервал 18 в 11 ряду? Как это делается? Для этого воспользуемся показателем вертикальной плотности. Мы его посчитали. У нас с вами в 1 сантиметре 2,5 ряда вертикально, по вертикали. И если целая длина рукава без учета планки составляет 36,5 сантиметров, то есть наш скос высоту составляет 36,5, мы умножаем эту величину на плотность по вертикали. 36,5 умножить на 2,5. Мы получаем с вами ряды. Я сделала 90 рядов, это обычно бывает, можно 92 сделать, но 90. И затем эти 90 рядов надо разделить на те петли, которые у вас по скосу прибавляются. Вот у меня в первом случае 5. Получается 18. То есть в каждом 18 ряду у вас должна идти прибавка. Понятно, да? Соответственно, на второй размер я также посчитала. В каждом 11 ряду прибавка. Там 8 петель прибавляется. Ну и все, мои хорошие. После того, как вы все это дело свяжете, надо сшить плечики, по вырезу горловины поднять петельки и связать планку приблизительно на высоту 3,5 сантиметра. Вот такое расположение узоров еще раз я вам показываю. Это рукав. Это рукав. Это расположение узоров по спинке и переду. Я желаю вам удачи. До новых встреч. Все описание в виде текста вы можете увидеть под видео.